Добрый день. Продолжаем разговор про структуру воплощения человека. И сегодня речь пойдет про высшие аспекты. В прошлый раз мы остановились на пятом теле или световом. И сегодня будем говорить о шестом теле и то, что идет тоньше. Шестое тело чаще всего называют телом каузальным. Но вообще, строго говоря, это уже не тело. Это как бы уровень сознания существа. Это то, где можно пребывать своим сознанием. Какой-то конкретной формы, прям телесной формы, на этом уровне уже, в общем-то, не существует. Это первый план бытия без времени, вневременной. И это первый план, на который уже относится к высшим аспектам. А на этом плане у существа воплощенного есть доступ к своим прошлым жизням, к своим другим воплощениям. А доступ в первую очередь информационный. То есть на этом плане человек отдает себе отчет, что эти воплощения были, он о них может помнить, он может узнавать, кем он был, когда это было. Земные души, то, что называется земными душами, с этого плана имеют доступ, в общем-то, ко всем своим воплощениям на Земле, всему конгломерату своих воплощений. Я намеренно отмечаю, что доступ именно информационный, то есть это именно знание, то есть это план, с которого можно подгрузить, в общем-то, любое знание о своих воплощениях своего фрагмента души. Что такое фрагмент, что такое часть души, что такое фрагмент души, об этом будем говорить чуть-чуть позже. А сейчас важно понять, что это именно информационный доступ к воплощениям фрагмента. С этого уровня, с уровня шестого тела, идет вот этот классический ченнелинг. То есть это доступ к хроникам Акаши идет вот через это тело, через этот план бытия. С этого уровня идет разговор, например, такой, что звездные души, существа, которые приходят из других звездных систем, помнят себя с других звездных систем именно через этот план, через вот это тело, через этот уровень сознания. То есть кто-то говорит: а я вот с Ориона, а я вот, значит, с Плеяд такой-то плотности. А это знание идет именно с вот этого плана, вот оттуда. Это именно знание. Следующий слой, следующий уровень сознания мы называем уровень фрагмента. Уровень фрагмента души – это уровень сознания, на котором вы имеете энергетический доступ к своим воплощениям, допустим, земным воплощением своего фрагмента. Если вы земная душа, то отсюда вы можете работать с опытом, именно работать с опытом своих других воплощений, принимать этот опыт, излечивать этот опыт, то есть освобождать себя от этого опыта, излечивать свою карму, если хотите, карму своего фрагмента. Седьмой уровень, седьмой план – это последний план, с которого можно говорить о воплощении существа. То есть все, что будет идти выше, там уже нет понятия воплощения, там уже больше в сторону единства. Здесь же можно говорить о том, что вот есть выделенное «я», есть выделенное существо, которое вот в этом воплощении пребывает. Именно на этот уровень мы приводим своих клиентов на первой сессии по открытию сердца, когда человек соединяется со своим каналом, с высшим «я», и по нему поднимается до этого уровня, до седьмого уровня, и с него проводит энергию в свое воплощение, человеческое, в свое тело. Это первый уровень, первый слой, скажем так, вход на уровень высшего «я», откуда уже
идет соединение человека со своими высшими аспектами. Это то, откуда, собственно, происходит активация существа здесь. То есть с 7-го плана вы имеете доступ к некой выделенной зоне вашего высшего «Я», которая соответствует вашему фрагменту, вашему текущему воплощению и тем воплощениям, которые были из этого фрагмента. То есть это некая зона высшего «Я». 8-й план – это тот план, с которого к нам приходят на сессию по интеграции частей души. 8-й план – это когда вы можете расширять свое высшее «Я». 8-й план – это когда вы получаете доступ к другим своим фрагментам. Доступ не только информационный, но и энергетический. Вы в полной мере можете взаимодействовать с этими фрагментами своей души, их исцелять, освобождать от опыта, интегрировать, получать доступ к знанию, опыту, способностям. 8-й план – это когда существо осознает себя единым большим существом, представляющим собой многие фрагменты, которые проживали бесконечные жизни в бесконечных вариациях на разных временных ветках, в разных мирах, плотностях и во всем этом многообразии. 9-й план обычно называют уровень монады, отдельной выделенной души. 9-й слой отличается от 8-го именно ощущением единства. Можно говорить о том, что 9-й слой – это уже уровень индивидуальной души. Это уровень, на котором существо осознает себя одновременно единым и одновременно осознает себя каждым своим фрагментом. То есть 9-й план – это единство всех фрагментов, которые осознают, что они одно единое существо, одна единая душа. Душа, которая является именно выделенным спектром энергии Абсолюта, которая в дальнейшем была фрагментирована, и вот это вот все множество фрагментов с множеством воплощений, все это вневременное, вот это 9-й план. И если подытожить, то можно говорить о том, что уровень вот 7-й и 8-й и частично 9-й – это уровни высшего «Я», то, что мы на своих сессиях, в своих практиках называем уровень высшего «Я». А поскольку все границы условны между этими уровнями и планами, и переходы происходят довольно плавно, особенно в своей личной практике, когда это делаешь на собственном опыте, проходишь через эти слои, довольно сложно конкретизировать вот именно когда заканчивается уровень высшего «Я» и когда начинается уровень души. Вот. Но тем не менее этот переход есть, он довольно гладкий, довольно плавный, и можно вот условно для себя это как-то вот так выделить. Имейте в виду, что когда вы на своем опыте дотянетесь до этого плана, у вас не будет вопросов, как оно называется, что с этим делать, потому что на этом уровне уже нет никакой важности, нет никакого смысла, нет никакой задачи формулирования этих планов. Вообще говоря, все это игрушки ума. Это уму важно все сформулировать, все конкретизировать, все собрать по полочкам, навернуть сверху свою логику и пребывать в иллюзии, что все понятно. Нет, непонятно. Понятно станет только тогда, когда вы сами дотянетесь до этих планов, попробуйте, научитесь. На собственном опыте это все невероятно просто, приятно, интересно. Следующий план, 10-й, это уровень сознания, когда существо осознает себя душой как
частью Абсолюта. Я часть Абсолюта. Я выделенный спектр энергии Абсолюта. То есть если на 9 плане основное ощущение, основное чувство – это я единое существо, я единство своих фрагментов, я единство всех фрагментов, всех своих воплощений, всех-всех-всех существ, кем я когда бы то ни было был или буду или есть вне времени, то на 10 плане основное чувство – это я, индивидуальная душа. Я – выделенный спектр энергии Абсолюта. Абсолют есть, и я его часть. Следующий план, 11. Основное ощущение – это единство с Абсолютом. Я и Абсолют одно. При этом ощущение собственной отдельности, единства при этом. То есть я отдельно есть, но при этом с Абсолютом един. 12 план – это чувство, ощущение, Абсолют – это я и есть. Кроме Абсолюта нет ничего. Я есть все. Абсолют есть все, в том числе и я. Это сознание Абсолюта. Таким образом, можно говорить, что планы с 7 по 9 можно условно называть уровнем высшего Я. Планы с 9 по 11 можно условно называть уровнем души. А 12 план – это уровень Абсолюта. Вот такой терминологией оперируем мы, когда речь идет вот о высших аспектах. И это наиболее удобно и просто, потому что в количестве этих слоев, тел и этом бесчинстве в терминологии, которое устраивают люди, которые подчас не знают, о чем они говорят, все это очень сильно путает. Поэтому для себя, чтобы не путаться, чтобы это было просто, удобно говорить, есть уровень высшего Я. Высшее Я – это когда вы имеете дело не со своих высших аспектов, со своим этим воплощением и с воплощениями до фрагмента. А с уровня души вы имеете дело с сознанием всех фрагментов в целом. То есть вы единое существо, как единство всех своих воплощений вообще во всех временах. А уровень Абсолюта, когда вы едины со всем миром и Абсолютом целиком. Вообще говоря, особенно привязываться к терминологии нет никакого смысла. Суть этого видео и всех последующих, и вообще всех видео, которые мы записываем, в том, что здорово научиться всему этому самому, уметь это делать самостоятельно. То есть нет никаких предельных сложностей для того, чтобы дотянуться до своего, например, уровня высшего Я, до своего 7, 8, 9 плана. Это несложно. Это то, чему наши клиенты учатся на первой же сессии с нами. Это, вообще говоря, просто. Уровень души – это то, что открывается человеку в его личной практике в течение нескольких недель, максимум месяцев регулярной работы со своим сердцем. Это тоже очень просто. Некоторые люди приходят уже с открытым доступом к этому плану, то есть, который открывается практически сразу в момент активации. Уровень Абсолюта, по крайней мере, возможность прикоснуться к нему, это тоже не что-то недосягаемое, это тоже вполне достижимые вещи. Поэтому хотелось бы сказать, что рассуждать, думать, представлять о том, как все устроено, пытаться это понять головой, читать какую-то литературу, спорить о том, где находится высшее Я, где находится уровень духа, души,
чем эфирное тело отличается от астрального, и почему они перепутаны местами. Вот другие говорят так, а эти эдак. В этом нет никакого смысла. Есть смысл только в личной практике. Чем спорить и разбираться в том, как что называется, лучше взять и сделать, почувствовать это на собственном опыте. Хорошей вам практики и до встречи в следующих